Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший летний пирог с творогом, абрикосами и вишней. Готовится он очень просто и подходит для еврейского праздника Шавуот. У меня 300 граммов абрикосов и 200 граммов замороженной вишни без косточек. Абрикосы разрезаем на половинки, удаляем косточку, а к вишне добавляем чайную ложку кукурузного крахмала, все перемешиваем. Это нам нужно для того, чтобы вишня не потекла при выпечке. Я вишню не размораживала. Творожная начинка: 250 граммов творога, 60 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, 2 яйца, 20 граммов кукурузного крахмала и 100 граммов сметаны. Все как следует размешиваем до однородности. Если у вас творог комочками, протираем его через сито или погружным блендером. Теперь готовим тесто. 2 яйца, 70 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, щепотка соли. И миксером нам нужно все взбить, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме. Теперь мы добавляем, продолжая взбивать, 80 граммов растительного масла без запаха. И 200 граммов сметаны добавляем. Это наши жидкие компоненты. Долго взбивать не нужно, просто чтобы масса стала однородной. Сухие компоненты: 260 граммов мука и 10 граммов разрыхлителя. Все это мы просеиваем в миску и замешиваем тесто. Можно это сделать лопаткой. Я это делаю миксером. Долго взбивать не нужно, просто все нужно до однородности перемешать. Посмотрите, какое по консистенции получается у нас тесто. Оно достаточно густое, похоже на тесто для оладьев. Треть теста мы перекладываем в кондитерский пакет. Это нам нужно для того, чтобы мы его потом выложили красиво на верх пирога. 2/3 теста мы будем выкладывать на дно формы. Форма у меня 30 на 20 сантиметров. И дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Лопаточкой нужно разровнять тесто ровным слоем. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл, а пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах можно прочитать в описании под видео. Теперь на тесто нам нужно также ровным слоем выложить творожную начинку. Посмотрите, какая у нас получилась кремовая начинка, однородная, пышная такая. Тоже нужно все разровнять. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Теперь на творожную начинку мы выкладываем абрикосы, срезом вверх, и вишню. Сначала я хотела сделать пирог только с абрикосами, но потом я вспомнила, что у меня в холодильнике скучает замороженная вишня, и решила добавить вишню. Вот так красиво все распределяем. И теперь выкладываем треть теста. Срезаем кончик у кондитерского пакета и рисуем решетку. Так что пирог у нас будет смотреться очень симпатично. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь пирог до румяности 45-50 минут. В моей духовке до румяности пирог пекся 50 минут. Посмотрите, какой он красивый и румяный. Даем ему полностью остыть в форме. И потом на 2 часа ставим в холодильник, чтобы творожная начинка стала стабильной. У меня пирог стоял в холодильнике 2 часа. Перед подачей мы его посыпаем сахарной пудрой. Посмотрите, как он красиво смотрится. Режется он прекрасно. Он мягкий. Начинка у нас стала стабильной. Посмотрите в разрезе, как он смотрится красиво. Очень аппетитный кусочек. Ну что, пробуем. Друзья мои, это фантастически вкусно и нежно. Приготовьте. А всех причастных поздравляю с наступающим праздником Шавуот. И пусть он будет мирным и вкусным.